Всем привет, дорогие друзья! Сегодня готовлю очень вкусные пористые блинчики с множеством дырочек, багрир, но с особенной ноткой. Сегодня мой рецепт марокканских блинов отличается от классического. Тесто получается более нежное, с легкой сладостью и с ароматом ванили. Эти блинчики с 1000 дырочек просто созданы, чтобы впитывать в себя сливочное масло и мед. Это так вкусно! Тесто у этих блинчиков получается такое очень особенное. Конечно, благодаря тому, что здесь есть манка и дрожжи. Если вы не готовили еще такие блины, обязательно приготовьте. Это вкусно. Для приготовления теста мне понадобится в молоко я вливаю горячую воду. Мне надо, чтобы жидкие ингредиенты были теплыми. И смешаю в миске все сухие ингредиенты. У меня вот такая очень мелкая манка. Лучше использовать для этих блинов именно мелкую манку. Просеиваю муку и разрыхлитель. Это тесто особенное. В нем мы используем и разрыхлитель, и дрожжи. Благодаря разрыхлителю это тесто быстрее подходит. Добавляю соль, сахар и дрожжи. Перемешиваю и постепенно вливаю в миску жидкие ингредиенты. Замешиваю тесто без комочков. Добавляю все оставшееся молоко с водой. В итоге должно получиться вот такое негустое тесто. По желанию в него можно добавить ароматизатор. Я буду использовать экстракт ванили. Можно его заменить ванильным сахаром. Закрываю миску пленкой и оставляю тесто для брожения примерно на 30-40 минут. У меня прошло примерно полчаса. Посмотрите сейчас, какое получилось тесто. Манка набухла, тесто загустело и в нем очень много пузырьков воздуха. Немного все перемешиваю и сейчас будем печь блины. Я включаю разогреваться сковородку. Обязательно используем сковородку с хорошим покрытием и с толстым дном. И я немного, буквально совсем чуть-чуть, смазываю салфеткой с маслом. Набираю половник теста и выливаю его прямо в центр на разогретую сковородку. Размер блинов, конечно, выбирайте сами, но обычно их делают довольно большими. И в чем еще особенность приготовления этих блинов? Их пекут только с одной стороны. Огонь делаем минимальный, чтобы блины хорошо прожарились. Сейчас на поверхности появляется вот такое огромное количество пузырьков. Это тесто еще называют пенным или блины 1000 пузырьков. Именно из-за специфики этого теста. Выглядит это, конечно, шикарно. Ждем, когда на поверхности не будет сырого теста, не переворачивая. То есть тесто сверху должно быть полностью проготовлено. Итак, первый блин готов. Снимаю его на тарелку. И готовлю следующее. Перед тем, как наливать тесто, обязательно его перемешивайте. На поверхности нет сырого теста. Блинчик готов. И хочу вам показать, какие блины получаются со второй стороны. Вот такие солнечные, очень красивые. Самое главное, пеките их на небольшом огне, чтобы они хорошо пропекались. Фактически это получаются такие лепешки. Сегодня я их сделала сладкими и с ароматом ванили. И сегодня я вам еще хочу показать, что получится, если эти блины перевернуть. Вот у меня он обжарился с одной стороны, я его переверну на другую, буквально обжарю полминутки и буду снимать со сковородки. Вот такой получается блинчик, если его обжарить с двух сторон. Так что вы выбирайте вариант, какой вам больше нравится. Но, как я уже сказала, конечно, традиционно пекут только с одной стороны. Конечно, рецепт очень интересный. Вот такие блины получаются со множеством дырочек. И они прямо так и просятся, чтобы их полили сверху маслом и медом. Мед и масло проходят вот в эти дырочки. И лепешки очень хорошо пропитываются. Можно сказать спокойно, что это даже не блины, а такие лепешки небольшие. Это так вкусно. Такие блины-лепешки можно подать к чаю, к завтраку. И также можно их подать и вместо хлеба, если уменьшить количество сахара. Тесто у этих блинчиков получается такое очень особенное. Конечно, благодаря тому, что здесь есть манка и дрожжи. Если вы не готовили еще такие блины, обязательно приготовьте. Это вкусно. А я желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита!
Если видео вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь им с вашими друзьями в социальных сетях. И, конечно, подписывайтесь на мой канал Люда Easy Cook Позитивная кухня. Всем пока!